Всем привет! Немецкие журналисты протестировали наши новые москвичи и высказали свое мнение. Их очень удивила завышенная цена у нас в стране. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. Журналисты Auto Motor und Sport протестировали JAC IGS-4, электромобиль, который лег в основу москвича 3E. Новый москвич, на первый взгляд, неприметный компактный кроссовер. Белый электромобиль из Китая, который тестируют журналисты издания Auto Motor und Sport, не производит особого впечатления. JAC IGS-4 – это собственная разработка китайцев. Основан электромобиль на платформе для двигателя внутреннего сгорания, которую легко узнать по длинному переднему свесу. Дизайн IGS-4 местами напоминает Hyundai и Citroën, например, световой графикой спереди и сзади, но подделкой это не выглядит. Салон нового москвича просторен, достаточно места для ног, особенно сзади. Однако под панорамным стеклянным люком место для высоких пассажиров впритык. Багажник довольно большой, 520 литров. Силовой агрегат еще нуждается в доводке. Электродвигатель мощностью 142 кВт или 193 лошадиные силы приводит в движение передние колеса. Звучит хорошо, но плохо реализовано. Если вы жмете на газ, будь то с места или во время движения, поначалу ничего особенного не происходит, а затем резкий рывок. Литий-ионный аккумулятор обеспечивает запас хода до 270 км. Через разъем CCS на быстром зарядном устройстве 80% уровень заполнения батареи должен быть достигнут за 45 минут. Вывод немцев следующий. Китайцы предлагают автомобиль, в котором много места и хорошее качество отделки. Машина относительно послушна в управлении, но управляемость можно было бы еще немного подтянуть, отмечает журналист. Недочеты автомобиля можно было бы не заметить при хорошей цене, но тут мимо. С учетом экологического бонуса в Германии просят за электромобиль 40 тысяч евро, а это 3 миллиона рублей. Это слишком дорого, считает немецкий журналист, и утверждает, что в Швейцарии, которая не входит в ЕС, модель продается местным импортерам за 2,5 миллиона рублей. Вот за эти деньги он еще готов был бы рассмотреть такую покупку. Напомним, что в России электрический Москвич 3E продают за 3,5 миллиона рублей. Ну и обещанная мною шутка юмора. Стоматолог выходит из кабинета, где остался пациент, и нервно ходит из стороны в сторону, теребя подбородок. Медсестра. Что случилось? Сложный случай? Тяжелейший. У клиента полно денег, а зубы все здоровые. А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. А как вам электрический москвич? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, помните, дорогу осилит идущий.